Привет, это Навальный. Сегодня ночью было опубликовано решение о назначении выборов, что означает, что сегодня официально первый день избирательной кампании. Поздравляю! В связи с этим у меня небольшое объявление о наших планах для всех вас, а также для сотрудников администрации президента Путина, Центра избиркома, полиции, ФСБ и всех прочих, кто хотел бы сорвать процедуру моего выдвижения. В ближайшие дни я точно не собираюсь переходить улицу в неположенном месте, управлять автомобилем в нетрезвом виде, нецензурно выражаться в общественном месте и даже участвовать в митингах, которые вы незаконно называете несанкционированными. Не буду делать ничего такого, что даст вам повод задержать меня или снова посадить на 15 суток для того, чтобы я не смог лично участвовать в процедурах, для которых потребуется мое личное участие. Я прекрасно понимаю, что Путин боится моего участия в выборах, считает это угрозой и постарается мне помешать. И это не предположение. Сам Путин об этом сказал дословно. Я бы хотел обратиться к теме прошедших выборов мэра Москвы. Вот у меня в руках интервью Сергея Собянина, в котором он признал то, что он советовался с вами по поводу участия в этих выборах Алексея Навального. И ваша реакция была положительной. И вот если это действительно так, действительно дело ли это президента решать, кому участвовать в выборах, кому не участвовать? Вообще, почему проводились такие консультации, вот, например, по Навальному, что он представляет угрозу для власти? Если бы представлял угрозу, на выборы бы не пустили. Ну, слышали, представлял бы угрозу, на выборы бы не пустили. Вот ровно это сейчас и происходит. Мы год вели кампанию, у нас сеть по всей стране, у нас 190 тысяч волонтеров, поддержка в каждом городе и каждой деревне. Мы представляем угрозу на выборах этой группе вороватых и некомпетентных людей. Они боятся конкуренции. Путин может соревноваться только с подставными кандидатами, которых сам выбрал. В ближайшее время вы увидите и услышите целую кучу жуликов, которые будут называть себя юристами и с умным видом объяснять, почему Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах. И тут у меня к вам одна просьба. Вы верьте, пожалуйста, своим глазам и своей способности понимать смысл слов русского языка. Статья 32 Конституции. Не имеют права быть избранными недееспособные, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Все. Это основа устройства страны. Никакой дополнительный закон не может противоречить Конституции, которая так и называется – основной закон государства. Любые утверждения о том, что я не имею права участвовать в выборах – это ложь. Обычная ложь путинской власти, придуманная для того, чтобы устранить конкурента на выборах и сидеть в правительстве уже не 18, а 24 года. Так что же я буду делать? Следовать закону. Самый ближайший день, когда я смогу провести процедуру своего выдвижения на выборах, 24 декабря. И по закону мне понадобится группа как минимум из 500 избирателей. Если я провожу встречу такой группы, то должен официально уведомить избирком. Сегодня утром мы это сделали. Для большей гарантии мы проведем такие собрания избирателей в 20 городах России. В Москве, Питере, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде, Волгограде, Уфе, Ижевске, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тюмени, Челябинске, Владивостоке, Ярославле, Воронеже и Иркутске. И в каждом городе мы уже отнесли соответствующее уведомление. Это не митинг, и заявку подавать на него не нужно. Регулируется оно совсем другим законом. Это собрание избирателей, которые должны проголосовать в поддержку выдвижения своего кандидата. В описании этого ролика есть список городов с местами проведения собраний. Обращаю ваше внимание, что в Москве же 24 декабря пройдет и День свободных выборов, но организовываю его не я. Это отдельно отмечаю для доблестных полицейских. Его организовывают официальные власти, местные депутаты, которые проголосовали и большинством голосов пригласили прийти в 15 часов в Лермонтовский сквер всех, кто поддерживает свободные, нормальные, конкурентные выборы. Неважно, кто ваш кандидат, Навальный или кто-то другой. Если вы за конкуренцию кандидатов, то подумайте, принять ли это приглашение местной власти. В целом план не меняется. У меня есть команда, у меня есть программа, у меня есть поддержка. Многие люди доверили мне представлять их интересы на этих выборах. Много этой поддержки или мало? Ну, есть только один способ проверить – на выборах. Давайте вместе требовать допуска на выборы.